История, о которой я хочу вам рассказать, произошла, вернее, началась в апреле. В апреле в Киеве состоялся слет изобретателей. Изобретение года 2016. Новый вид танка. Здесь в числе прочего. Об этом сообщил президентский Пятый канал. Поэтому можно использовать в городских условиях. Совершенно новый тип танка, который полностью не пробивается ни одним снарядом. И вот президентский канал показал в числе прочих людей, которые хвастались своими орудиями убийств, некого школьника, достаточно приметного такого. И он рассказал, что изобрел танк, который не пробивает ни один снаряд. Я навострил ухо. Учень 7 класу з Кривого Рогу переконує, що вигадав новий вид танку. В основі винаходу – танк призматичної форми з 3 модулями броні. Семиклассник из Кривого Рога может утверждать все, что угодно, что он изобрел новый танк. Но зачем вы это показываете по телевизору? К чему это? Хотя, в принципе, можно показать для того, чтобы кто-то улыбнулся и подумал, ну вот, такой маленький, уже мечтает. Цю конструкцію хлопець перевірив у домашніх умовах. Вот это меня особо потрясло, то есть она проверена в домашних условиях. Он стрелял, по всей видимости, чем? Ну, кумулятивными снарядами? Но нет, я думаю, что это просто спичкострел. Смотрите-ка, спичкострел, хотя может быть что-то и более тяжелое оружие, там, допустим, какой-то, ну, я даже не знаю, дротики, может быть, бросал. Вот все, изрешеченный этот танк. И обратите внимание, вот здесь вот их долбаная плашка закрывает, но там логотип Рошен. Рошен прямо на этом танке, на башне танка. Каже, снаряди для нього не страшні. Потерял кинетическую силу еще на первом слое брони, а тут негативный угол, он потерял еще больше кинетической силы. Ну и журналисты, понятное дело, заворожены этим. Негативный угол, да, знать он умен, потому что мы только позитивный угол знаем. Он натыкается на третий из мягкой гомогенной легированной брони. И он полностью уходит на рикошет и доходит до нуля его кинетическая энергия. Кумулятивные, опять-таки, снаряды, об этом не слышали, что они должны на рикошет уходить. Но знать он умен, потому что используют такие обороты, там, ты посмотри, там какая-то там резина, выучил явно. И все это походило бы на шутку, но внезапно. Кращих винахідників нагородили, зокрема семикласника Ростислава Абрамова. Наградили, как я понимаю, ну лишь бы он уже отцепился. Все, наградили, молодец, ты поучаствовал, ты это самое... Но потом история начинает принимать уже серьезные обороты, потому что про это пишут всерьез. Вот, пожалуйста, уже факты сообщают. 13-летний изобретатель придумал какую-то супер броню для украинских танков. 13-летний придумал новую броню для танков. Главная идея – построение брони в форме призмы по периметру всего танка. Ну и в его танке не будут уже люди там оглушенные лежать и все такое. Там цитируют этого школьника, что он рассказывает, все лежат оглушенные, в моем танке такого не будет. Ну, как бы все, хватит, ну все, посмеялись и забыли. Не забыли. И вот уже в мае уникальный бронекорпус для танка отправляются опять к этому школьнику для того, чтобы взять у него интервью. Валерий говорит, очень важно, чтобы люки в танке всегда были приоткрытыми. Тогда кислород будет поступать, и бойцы могут выжить. Год назад, в феврале, после страшного боя, экипаж потерял Виктора Мироненко. И начинают серьезно вроде бы как тему. На самом деле стоит боец, рассказывает, а переходит к школьнику. Юный изобретатель Ростислав говорит, его броня поможет отталкивать снаряды благодаря тому, что слои расположены под наклонами. Обратите внимание, башня опять рошеновская. Или он лепит свои танки исключительно из картонок Рошен, или он везде таскает один и тот же макет. То есть он не создал их 10, 100, знаете, методом там, проб и ошибок. Нет, он слепил одну эту фиговину, отвез в Киев. После того, как сняли сюжет, он поверил в то, что это на самом деле чего-то стоит. А украинские телеканалы, в свою очередь, начинают подогревать его веру в то, что это на самом деле о чем-то. Призма – самая прочная геометрическая фигура, причем со всех сторон приложения силы. О, она просто завороженно слушает его и все понимает. За счет призматического равнопрочия и геометрии углов и вдобавок конструкции танка и его равнопрочности он непробиваемый никуда. Куда бы ни стрелял вражеский снаряд, он все равно пойдет на рикошет. И хочется сказать, сынок, остановись, остановись, сынуля, потому что ты же не стреляешь снарядами, ты же спичками стреляешь, ёпта, он же спичками стреляет. На вид это обычные картонные игрушки.
Так это и есть обычная картонная игрушка. Это не танк, это не броня. Но на самом деле автор работ говорит, картон выбрал не просто так. Этот материал похож по толщине и пропорциям на сталь. Если картон похож по толщине и пропорциям на сталь, тогда делайте танки из картона, их ни один сепар не пробьет. Которая должна использоваться в настоящих боевых машинах. Вдохновлялся изобретатель работами академика Савельева. Здесь притормозимся, потому что мне стало интересно, что же там за работа у академика Савельева. И вдруг я с ужасом осознал, что академик Савельев – это ракетостроитель. Я вдруг понял, что академика Савельева нет. Академики Савельевы – это люди, которые занимались хирургическими всякими вмешательствами. Я могу, конечно, ошибаться, но я спросил даже у своих читателей. Ну, я умею искать информацию, я ее не нашел. Что за академик Савельев? Кто сей муж ученый? И моделями игры «Танчики». В игру «Танчики» верю вполне. В академика Савельева не очень. Может быть, парень выдумал себе академика и общается с ним. Ну, там, по ночам бывает, знаешь, что такое. Может, ему к доктору, а? Экипаж боевой машины будет более защищенным еще и потому, что он будет находиться в корпусе танка, а не под башней. В каком еще корпусе танка? Что значит не под башней? Дальше... В основном танкам же шурупят куда? Под башню из-за вот этого вот барабана, чтобы уничтожить боеукладку. А так барабан в башне, а командир, он же мехвод, он же заряжающий наводчик, расположен на месте мехвода. Командир, он же мехвод, он же наводчик, расположены на месте мехвода. Это не один человек, парень, это 3 человека. 3 человека не могут располагаться на одном месте. Вы понимаете, что они выдают в эфир? Вы понимаете вообще уровень маразма этот? Понимаете, он танчики показывает картонные. И можно было бы посмеяться еще в первый раз и сказать, ну да, парень там выдумал себе, на тебе эту самую диплом, иди дальше. Но они пойдут дальше сами. Новые танки можно будет печатать на 3D-принтере. Это возможно в Украине на Харьковском танковом заводе. Слушайте, а можно там, вот если я дам макет мозга, можно там напечатать побольше мозгов для украинских журналистов? Потому парень уверен, его изобретение можно воплотить в жизнь и использовать на полях боя. Разработкой юного криворожанина заинтересовались в Минобороны. О, ну теперь-то армия будет, как там, Порошенко теперь будет выходить и говорить, все-таки армия сильнейшая не на континенте, а в мире, после такой разработки, а? Обороны. Его пригласили на встречу, которая пройдет в Киеве в середине мая. Возможно, этот научный шаг станет новым способом сохранения жизни и здоровья украинских бойцов. Идут дальше уже, всерьез уже начинают приглашать там на какую-то научную встречу, там все, ну может быть все и замялось. Нет, Ростик снова с нами, 27 октября. Диво-дети, чудо-дети, короче. 27 октября. Ростик опять з нами. Возвращення Ростика. Винахідник року. Аби захистити свого тата, 14-річний школяр винайшов унікальну броню для танка. Изобретатель года. Изобретатель года, ребята. Ростик представив свій винахід найліпшим українським конструкторам бойових машин. Чим іще цікавиться винахідник та як батькам вдалося виховати такого унікума? Все, Ростик уже однозначно уникум, но я вот не понял там ее фразы. Они что, они его кому представят? Піраміда з картонових коробок, яку Ростислав несе в руках, розробка бронекорпуса бойової машини. Добрий день. По-хозяйски так. Ага, добрый день. Меня одного раздражает Ростик. Фишка в чем? Вот эти люди, которых там собрали, которым сказали стоять с деревянными лицами и делать вид, что они всерьез вот смотрят на эту ахинею, которая разыгрывается, это украинские инженеры. То есть это серьезные уже мужчины. Вы понимаете, это люди, которые создают вооружение. Посмотрите на их лица. Они просто в восторге от того, что происходит. Кола – найсвітліші голови Укроборонпрому, інженери та конструктори українських танків. Ни одному кажется, что их унижают. А? Зібралися, аби послухати восьмикласника. Собрали их для того, чтобы послушать этот бред. Создали танк, запустили на полигон, все идеально. Запустили в боевые условия, бабах, пробыл. Что делать? Нарастим броню. Нарастили броню дополнительно, увеличили массу. Надо ставить более мощный двигатель. Для этого надо опять увеличить массу по замкнутому кругу. И Ростик рассказывает им то, что они учили даже не на первом курсе. Я думаю, они перед поступлением вот эту вот шлабуду учили. Что предлагает Ростик? Что-то революционное явно.
Ростислав запевняє, знає, як вирватися з цього кола і подає власний винахід. Можно вполне взять точно такую же конструкцию моего танка, просто-напросто повесить более слабые пушки и уменьшить броню. Все просто. Знаешь, как Гена, откуси ему ноги, как в том анекдоте. Понимаете, надо просто пушки просто-напросто повесить более слабые. Все, увеличить за счет этого броню. А ученые такие: Эврика! Точно! Я могу предложить вообще, давайте вообще без пушек, с пулеметами. Я даже сконструировал кое-что. Соответственно, танк равнопрочный, в какую бы часть ни стреляли, вот, видите, трехслойная броня. Первый слой, второй слой. Мне их так жалко. Блин, мне их реально так жалко. Досвідчені інженери вражені і заповзятістю непересічного підлітка, і кількістю розрахунків. Есть разные дети. Есть дети, которые на самом деле много-много раз пытаются что-то создать. Знаете, как многие дети, допустим, когда я был ребенком, пытались создать вечный двигатель. Им говорили невозможно, а они старались, постоянно какие-то чертили. Ростик не парился. Потому что мы видим всю ту же картонку Рошен. Он просто один раз слепил танчик и с ним катается. Ну а теперь ученые умы, они же не могут просто нахуй послать. Потому что на самом деле у меня впечатление, что им сказали стоять и слушать. И они вынуждены говорить следующее. Она требует проверки на натурном образце методами специальных испытаний. Если она подтвердит свою жизнеспособность, она обязательно пойдет проверить. Ростик нарванный просто до ужаса. Он смотрит на этих мужчин с лицом, как вы что вы тут несете. Я понимаю все. И вот уже дальше в передаче мама рассказывает об уникальном сыне. Начал Ростислав экспериментировать. Он слепил один танк, пострелял в него спичками, и об этом уже почти год всерьез рассказывают украинские СМИ. Но они докатились до того, что они вот серьезных этих мужчин выставили просто тупыми, дебильными, клоунами. Я тоже решил поэкспериментировать. Мне больше лет, чем Ростику, поэтому, смотрите, я создал дзот и пушку, которая может пробить этот дзот, не пробивая саму стену. Жги, мужики! Есть, наше оружие смертельно! Вот такая вот, короче, разработка, я вам говорю. Я жду украинские СМИ, когда обратятся уже, я им тоже очки надену, буду рассказывать. Але у школі потенціал Ростика розгледіли не відразу. Довелося змінити кілька навчальних закладів. Это я уже могу понять. Ростик сменил несколько школ, да, там потенциал не рассмотрели. Ну, это я понимаю. У каждого, знаете, в классе был такой любимчик учительницы. Он всегда заглядывал там в рот или там в другие места. И даже вел уроки, проводил для своих же одноклассников. Кто знает, что защищает Землю, так сказать, от солнечной радиации? А ну-ка. Землю зберігає від сонячної. Разгадка смены школ. Он себя любит и себя ценит. Я же говорю, он на шаг вперед. Он считает, что он немножко выше всех остальных. Довелося змінити кілька навчальних закладів. Ростик, Светочки, слезь чуть ниже. Ты такой, как все детки. Да, ты умненький, у тебя это получается, но не всем это дано. Не всем дано, Ростик, ты уникальный. И вот уже мужчины на танкостроительном говорят ему, что типа... Большая задача. Если не перегоришь, милости просим в отдел. Спасибо. А вот уже Ростик общается с родственником и рассказывает о том, что его пригласили на работу. Алло, привет, па. Вчера на Харьковском танкостроительном заводе были. Предложили работать у них на отдельную плату, когда вырасту. На отдельную плату. Теперь смотрите, всем тем, вот этим, которые начнут сейчас говорить, вот ребенка там, да пусть ребенок, смотрите, ребенок не изобрел там какую-то там альтернативную энергию, да, или он не изобрел что-нибудь, что поможет вообще людям жить. Из-за этой дегенеративной, дебильной войны на первое место выходят вот такие вот овцы-быки маленькие, потому что я знаю, я не уверен, я просто знаю о том, что очень много есть талантливых детишек, и эти талантливые дети что-то придумывают. Но сейчас в моде вот такой вот дебилизм. И он слепил этот рошеновский танк и ходит с ним, везде его тулит. А украинские СМИ бегают вокруг и аплодируют. Ура, 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 танк, супер броня, ее не пробьет ни одна спичка. В это же время другие дети, на самом деле талантливые детки,
они идут со своими этими изобретениями куда-то, но им говорят, подожди, сейчас АТО, сейчас войнушка вонючая. Из-за этой войнушки, я думаю, многие эти дети когда-нибудь, если им повезет, сделают ноги оттуда и проявят свои таланты, как многие до них проявят где-нибудь за границей. И такова селяви. А вы пока что ездите на своих картонных танках. Клоуны.